включения. Стрим у меня отвалился. Еще раз, вы на канале PolzaNet Live. Пока 100% заряда. Почему блокируется iPad mini, я не знаю. Напоминаю, что, скорее всего, вы смотрите все это дело на YouTube. Еще раз, я думаю, вы мне и на слово поверите, что на Минке благополучным образом сейчас 100% зарядки, и это позволяет нам что делать правильно? Протестировать это устройство при одновременном стриме на Twitch и игре в Genshin. Настройки я все вам покажу, как только я пойму, что у нас сейчас уже начался благополучно рабочий стрим. И ничего не будет никого отвлекать. Надеюсь, не будет. Мы с вами можем оценить. Если что, если, допустим, меньше 2 часов вы видите стрим, этот выгружен, я буду отвечать параллельно на вопросы, знайте, что произошла стандартная печаль. А какая конкретно стандартная печаль? Все правильно. У меня просто-напросто слетел стрим. Смотрю. Сейчас 5 секунд. Есть ли трансляция? Да, в эфире 0 человек. Привет всем. Почему-то 0 указан. Ну ладно. Добро пожаловать в чат. 1 человек. Отлично. Universal, привет. Кого-то я здесь еще не убил, да. Человечка, который сидит наверху. Но все у него впереди. Не могу я быстро почему-то пока ей стрелять. И еще раз напоминаю, что смысл вообще всего этого стрима, в первую очередь, понятно, встретиться с вами, но вряд ли там мы наберем больше 10 человек, хотя все бывает. А следующий момент. Днем у нас было уже 50. Отвечаю на все ваши вопросы. Параллельно вы имеете возможность оценить, как iPad mini будет себя вести в течение нескольких часов, опять же, при игре в Genshin Impact. На настройках, которые вы увидите, они не самые простые. При игре в онлайне. То есть мы параллельно на Twitch благополучным образом все это дело стримим и смотрим прогресс, разумеется. Так, 9 человек нас уже, ну, норм. Вот прям совсем норм. Меня тем более просил кто-то сделать это после 11 вечера. Я думаю, что я выполнил миссию. Вот, 100% я буду качать аккаунт. Здесь ничего космического нет, у меня только 40 уровня все, но, скажем, учитывая мою основную деятельность на YouTube, я думаю, что и так все неплохо. Могло бы быть все намного печальнее. С игрой я постепенно разберусь. Игра на то и игра, чтобы с ней разбираться постепенно, правильно? Мне вот интересно, это дело было в чем? Почему? Он не открывается, все. Пишем, кто меня видит, пишет, кто меня слышит. Напоминаю, что YouTube канал PolzaNet Live, там же и будет выгружен этот стрим. Пока я вижу, все отлично. В комментариях можете написать, какие девайсы вам еще интересны на обзор. На основном канале PolzaNet я с удовольствием вам протестирую то или иное устройство. Сегодня, допустим, был Realme Pad Mini. Напишите, как, кстати, у меня работают микрофоны, достаточно ли хорошо. Хотя бы кто-нибудь. Universalus, архитектор, кто-нибудь, somebody. Я буду вам крайне благодарен. И пока все молчат. Ну ладно, все бывает. Так, управление. Сейчас я единственное удалю, наверное, старое видео из материалов, чтобы никого все это дело не стращало. Сейчас я напишу виват. Я думаю, кто-нибудь, может быть, ответит. Будет удобно. Доброй ночи всем. Как микро, самое главное. Если микрофон работает, то все в огне. Если микро не работает, то, конечно, все довольно плохо. По интересному, что из интересного я ожидаю? В первую очередь я с Realme Poco F4 GT буду скоро тестировать. Притом, в чем особенность этого Poco F4 GT? Сразу говорю, что я уже подобное тестировал. И подобное называлось правильно Redmi 11T Pro. Главное, игра тихо. Добрый вечер. Отлично. То есть игра все-таки тихо. Это мне тоже самое главное. Я вроде бы настраивал, но все бывает, так сказать.
А планшет чуть-чуть греется, играю в него двумя пальцами, тремя, четырьмя. Вот. И довольно удобно. Но самое главное не это, самое главное то, что вроде бы пока не подлагивает. Опять же, вы видите картинку ту же самую, что и я, плюс-минус. Поэтому я думаю, что вы можете все-таки оценить примерно так же. Микро слегка слышен фолм, легкое шипение. Легкое шипение, скорее всего, от ноутбука. Могу чуть-чуть дальше отодвинуться от ноута. И вы мне сообщите, как станет слышно. Лучше, хуже. Катерина немного шипит, и я слышу. Апоссум, привет, ты дошла. Нагони сюда еще пару человек хотя бы с основного чата. Напоминаю, что есть основной чат Польза.нет на YouTube. Вы можете в Телеграме, там почти 15 тысяч человек, также вы можете благополучным образом добавиться еще в Телеграм-канал скидок. Так, выбираем персонажа абсолютно бесполезных. Так, наверное, надо все-таки с бонусами отправлять. Ну ладно, уже отправили. Ничего не изменилось. Но я ничего уже не могу сделать. Я могу попробовать выйти, но мне кажется, он может выбросить трансляцию. Он может выбросить трансляцию, если выйти? Сейчас проверим. Немного слышно. Раз, два. Журнал действий, дропсы. Не вижу здесь возможности изменять. Отменить. Могу устройство вот так сделать лучше. Пишем. Вот сейчас еще лучше стало или нет? Нет изменений. Но это пока нет. Подождите. Если все еще шипит, то это плохо. Универсалус, спасибо. Лоцик-то, привет. Я думаю, что пора мне посмотреть, что у меня с заданиями, и начать банкет. Апоссум, если ты мне подскажешь, какое задание мне надо выполнить, чтобы с тобой тусить, то в этой игре, то можешь сообщить, что отслеживать. Пока я буду, наверное, вот такие из разряда ключ найти. Допустим, начнем с него. Начнем с последнего задания. Мне кажется, что это всегда самое простое. Какие-то 3 башни надо сделать, понятно. Вот и пообщались, называется, да? Опять же, по мне, довольно интересная штуковина с той точки зрения, что непрерывный тест в Геншине, по-моему, я и не делал ничему. И единственное, я вчера гонял, наверное, 2,5 часа, почти 0%, но все это дело остановил. Так, обыщите. Обыщем. И что мы должны найти, интересно? Вне зоны действия цели. Так, окей. Что-то мы должны найти. Кто-то мне писал. Видимо, разница в уровне слишком большая. Это я кому пытался добавиться. Смотрим. Пока ничего не видим. Ну-ка. Уведомления. Какие-то 3 башни. И еще пишем по поводу микро. Неужели все так плохо и ничего не поменялось? Если ничего не поменялось, то печаль. Под картой в углу видишь флаг с восклицательным знаком. Ткни туда и пошарь по заданиям. Да, не, ну это слишком долго. Апоссум, too much. Так, нам надо что-то найти в этой деревне. В этом лесу. Грибы, которые мне не нужны. Мне, кстати, гриб нужен, который светится для чего-то там. А здесь я должен... Вы находитесь где-то в этой области. Здесь я должен найти что-то. Но маркер мне не показывает, что именно. Ладно, побегаем. Называется выполнить дурость, да? Так. Хотя бы кого-нибудь убьем. Мы пойдем что-то за задание по 3 башни, понятно? Ладно, голос четкий, а шум, похоже, улица. Может быть, у меня открыто окно. Но неужели так микрофоны плохо отрабатывают? Это если так, то прям совсем печаль. Грусть, печаль меня съедает. Давайте я попробую прикрыть окно, и вы мне сообщите, улица это была или нет. Потому что у меня единственный еще ноутбук довольно громко работает. Вполне возможно, это ноут. Но мне кажется, что это не ноут. Что я здесь ищу? Напишите, кто там в Genshin рубится круглыми сутками. Опять же, почему Genshin Impact? Все очень просто. В Genshin Impact, как все прекрасно знают, самые, наверное, требовательные условия для мучения данного вида смартфонов. То есть все остальное
что бы мы ни брали, более чем лояльно к смартам, планшетам и всему остальному. То есть, если ты рубишься в Genshin больше часа, допустим, тот же iPhone 13 Pro Max я тестировал вчера, но не выгрузил. Но потом, может быть, буду тестировать на максимум, опять же. Он благополучным образом садится. Мало того, что он садится, он довольно неплохо сбрасывает яркость. И это особо неприятно. Обыщите деревню. Но я ее обыскиваю, только она очень большая, и пока все довольно печально. Так, Sony XM5 еще на тесте, да, и я не спешу с обзором, потому что, если честно, я пока в мыслях, может быть, я буду их разыгрывать. Может быть, я буду Smart Nothing разыгрывать, может быть, их. Но скорее Smart Nothing, хотя, ну, как вы понимаете, это все прям очень даже бодро с точки зрения финансов. Но посмотрим. Мне он еще не пришел, честно. По поводу Smart Nothing, он с утра должен быть отправлен завтра. Я думаю, что его отправят. Я надеюсь, что меня не кинут. И если меня не кинут, все будет круто. Безопасность превыше всего. Работа — это важно. Если вы заметили, бла-бла-бла. Ничего не понял. Но все максимально интересно. Я думаю, что я сейчас поменяю задание, потому что здесь бегать постоянно мне тоже радости никакой. Тебе нужно мировое задание в столице Цяо. Потребуете пройти 3 башни. Понятно. Это была улица. Хорошо. Ну, окей. Значит, мы откроем все равно окно, и вы будете знать, что, опять же, с улицы микрофоны отрабатывают вот так. Мне кажется, что вот эта белая точка, это все-таки подразумевается то, что мне необходимо. Надеюсь. Или нет. Пока я не вижу. Пока я не вижу, что именно это, но вполне возможно потертые записи. Дальше, какие еще у кого вопросы? Играем в Genshin на миньке. Одинокое дерево. 4 одиноких дерева. В целом, почему, опять же, повторяюсь, почему я не стримлю на YouTube? Допустим, на YouTube стрим, который я набрал сегодня, там 200 человек, наверное, здесь, уже набрал, по-моему, 1000 просмотров. Хотя, опять же, все довольно колхозно, потому что YouTube — это моя платформа. Здесь все-таки платформа абсолютно не рекомендует пока мои ролики, пока мои стримы, но, как я понимаю, здесь самое главное, как и на YouTube, объемы. Будут объемы, будет просмотр, будет и все остальное. Опять же, моя миссия как раз из разряда пруфов. То есть вы видите, каким образом тот или иной девайс при необходимости отрабатывает с теми или иными нагрузками. Я не думаю, что стримить — это прям космос нагрузка, потому что он стримит же не в 4К. А учитывая, что Яблоко делает очень даже... Найдите наставление. Ага, наставление надо найти. Вот, Яблоко делает довольно мощное устройство. Проблем с этим быть не должно. Так, обломок железа. Нравится мне эта игруха. Очень даже может неплохо вас занимать. Признавайся, Апоссум, сколько ты здесь прорубилась в эту штуку? Год? Потому что примерно столько же, наверное, я прорубился в Clash of Clans. Ну вот в Clash of Clans у меня, наверное, один из самых крутых уровней. Одежды и обуви больше не будет на канале, а будет. Но опять же, у Xiaomi нет ничего нового и свежего, понимаете? То есть тут дело не в отсутствии желания. Дело в том, что зачем мне постить что-то, что не факт вам зайдет. Вот. Ну, нет ничего у Xiaomi отдельного. А Ленинг я попытался сделать обзоры, но они не особо зашли народу. Так. Что-то как-то куда-то непонятно. Здесь тоже что-то надо исследовать, непонятно что, непонятно где. Скорее всего, вот здесь. Нет. Да, нет. Здесь я уже был вообще. Будет забавно, если, опять же, в той же локации, в которой я уже был, что-то нужно найти еще. Да, в той же локации. Раньше не могу, сейчас в основном захожу на полчаса-час.
Я с прошлого мая играю, то есть год. Ну ничего ж себе. Так что с обувью и одеждой, может быть, будет ленинговских шмоток, я накупил море, но вы понимаете, что здесь в шмоте все очень просто. Что ты носишь? Ленинг. Что ты носишь там? Марк энд Спенсер какие-то вещи Бенетон, какие-то вещи Уникло, какие-то вещи H&M. Вот. Все закрылось, что делать? Да ничего. Ехать в Турцию, в ту же, и закупаться там в 2 раза дешевле, чем было в России, утрированно. А так, в принципе, вот, допустим, опять же, в моем возрасте я сижу сейчас в футболке, которой, не знаю, лет 8. Да какая все это такие мелочи. Все равно, опять же, резерв остался. Кто там поменял название? Levi's теперь китайский, еще кто там китайский. Ты же меня подсадил на эти игры своими тестами. Ну уж скузи. Ну скажи, что тебя не расслабляет вот такая супер картинка. Мне кажется, что более чем такая штука, которая 100% даст тебе выдохнуть всегда, в любых условиях обстановки. Может быть, кому-то лучше там бутылочка пива, а кто-то из бутылочкой пива в это дело играет. Смотрите-ка, нас все равно 10 человек. У кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы? Может быть, исследовать. Так, наверное, это не то. Он имел в виду что-то другое. Мы сейчас попробуем посмотреть. Опа, там что-то смеркалось. Так, это гриб. Печаль. Вот в таких зарослях, кстати, не так и просто что-то найти. Потому что это может быть и внизу, и наверху, и где угодно. Может быть, внизу даже. Скорее всего, внизу. Вот здесь. Да. Ну и банкет товарищам 28 уровня. Прокрути баннер, или ты прокрутил синий? Нет, я сейчас, да, давай, я 4 штуки наберу и потом прокручу, хорошо? Вот. Так забавно, кстати, у меня сын 9-летний смотрит иногда, как я играю, он что-нибудь не может пройти, я ему, у него беру, прохожу, разумеется, за него. Он такой: как же ты так играешь? А опять же, люди, которые понимают, что, допустим, я вообще не играю, я просто тыкаюсь. Вот. Главное, прохожу правильно. То есть тут вопрос в цели и задачи, уведомления. Все так. Ищем это дело, благополучно находим, и после этого продолжаем банкет. Что если взяли задание, надо его выполнить. Опять же, одни из моих, не знаю, кредо каких-то, если я что-то делаю, я делаю это хорошо. Я редко когда за что-то берусь, и советую, наверное, всем в жизни, если ты что-то начал, то делай. Но это не касается книг, фильмов, сериалов. То есть, если тебе что-то не нравится, это не значит, что ты обязан что-то дочитать, досмотреть. Жизнь слишком коротка, что если тебе что-то не нравится, делать это. Исключая, конечно же, школу. То есть, если у вас в школьной программе что-то есть, то, разумеется, лучше это все дело освоить. Это база. А уже потом можно ничего не читать, ничего не учить, школу закончить хорошенько и потом уже решать. Так, я так понимаю, я не нашел или нашел то, что надо? Нет, я не нашел все еще. Все еще там какие-то есть локации, которые 100% ты откроешь. Нефрит где понадобится? Я вообще далек от всяких геншинов. Бегаешь, тыкаешься, вы понимаете. Плюс у меня, наверное, в каком-то смысле стопор на канале в плане аудитория взрослая уже по максимуму я для своего контента собрал. И если я, наверное, не буду набирать юных дарований, то мой канал встанет. Опять же, я этого не особо боюсь. Почему? Потому что вроде бы у меня опять появилась мотивация, появились возможности, и я все еще буду приобретать все девайсы, которые мне интересны, исключая, скорее всего, раскладушек. Если я не полечу в Китай, то никаких там раскладух, вот этих за оверпрайснутые деньги я покупать не буду. У меня не миллионы рублей дохода, чтобы покупать раскладухи, а потом их не продавать. Напоминаю, что опповский мобильник я так и не продал. Oppo Find X5 Pro. Это не намек, чтобы мне писать, потому что мне после этого уже человек 7 в личку, наверное, писал такие: Саня, ты не продал, давай сторгуемся. Это опять же, вот, если буду такое, конечно, после стримов наблюдать, то не буду делиться этим. Это с точки зрения, если вы будете себе приобретать девайс, я как блогер обязан вас предупредить, а не нытье.
Продать я его всегда, перекупы продать успею. Перекупы, благо, готовы брать это все дело за копейки всегда. Вот. Я вообще далек от Геншина. Сколько процентов заряда ушло? Давайте по факту. Вот будет суммарно. Он сядет и все. И я напишу. Ну, хотя подождите, я же могу, наверное, свернуть. Давайте сверну. 10% заряда ушло. То есть за это время, за, получается, 20 минут 10%, это неплохо, но и нехорошо. По идее, должно хватить на 5 часов, но его не хватит. Он, значит, получается, неравномерно у нас разряжается. Вот. Потому что я прям на 99,9 в периоде уверен, что на 5 часов его не хватит. Хотя все будет видно позже. О, нашли свиток. Богатый сундук. Сундук мертвеца, да? Скоро будет 25-й левел, и я могу прокачиваться потом до упора. Так, проплыл, можно вернись. Все. Сейчас я все погоняю, выйду, закончу это задание. И перед следующим заданием покручу, что ты там говорила, чтобы детей нагнать. Опять же, я могу накупить там этих брюликов, чтобы там 300 раз крутить эту штуку. Но если будет, допустим, 100 человек в онлайне на Геншине, то, наверное, я так и сделаю. Рукам тепленько? Да, тепленько, но не жарко. Обычная тренажка по сравнению с мини-6 похожа по автономности. Не скажу. Обычная тренажка, наверное, все-таки более автономна, но, опять же, нужно тестировать. У меня есть она. Если, опять же, все это дело вам зайдет, то и тренажку я тоже погоняю. Вопрос всегда в реакции людей или в целесообразности. Логично, что мне интересно гонять то, что я еще не тестировал, а это дело я уже тестировал. Ну, или то, что я планирую тестировать. Это дело единственное хайповое. Так, прекратить отслеживание. То есть мне проще телепортнуться сюда и оттуда уже бежать. Правильно? У нас 15 человек, это уже неплохо, учитывая, что 12 часов ночи. Пишем, кто первый. Да, задонатить это круто, было бы, только баннеры не спутай. Крутить кадзуху нужно. Хорошо. Хоть 2 кадзухи. Мне кажется, это так не важно, кого ты будешь крутить. Но это пока, опять же, пока такая идея. Вполне возможно, завтра я проснусь, подумаю, что в топку это Twitch, в топку это верификация, и буду я продолжать заниматься своим же банкетом. Потому что у всего должно быть свое. Так, понеслась, и не будем ничего, кроме этого дела, подключать, потому что хватит и так. Учитывая, что я 40-го левела, убивцы 40-го, так, и понеслась. Раз. Так как-то никого я не попал, по сути. Ни в кого. Так обидно, да, что вроде долбишься, а победить ты никого не можешь, потому что они все убегают. Всякое возможно, да. Там-пам-пам. Все. Победа готова. Ягода. Малина. Заберите сокровища. Копать. Копать, не перекопать. И нас все еще 15 человек. Что по желе мини-6? Проблема или редкая проблема? Нет, не редкая, я бы сказал. Что проблема, прям проблема. Хотя все опять же относительно. Детишки дорогие, бла-бла-бла. Дорогой сундук. Вообще максимально все стандартно. Опыт, цветок, все. Миссия, я так понимаю, выполнена. Миссия выполнена. Награда за цепочку. Так, мне надо что-то где-то покрутить. Как говорит опоссум. Не здесь. Вот здесь, не здесь. Где же я все время крутить должен? Сейчас 5 секунд. Чудеса света заберу. Бонус. Еще брюлик. И теперь можно искать, где крутить. Не боевой пропуск, правильно, а молитва. Тут кадзуху. Кадзуху, только кадзуху. Окей. Раз. Пам-пара-пам-пам-пам. Давайте для красоты. Изумрудный шар. Лабутень. Еще раз. Ну а что делать? 2 так 2.
хоть полторы. Лук. Лабутень. Все. А я же могу купить, нет? Я, по-моему, могу купить, нет? Вот этого у меня много. Чего-то там было. Там, где моно. Иди трать синие. Раз. А синий прям лабутень, да? 3. Наверное, 10 раз. Давайте по одной. Пам. Меч. Все равно 3. Даже на 4 нету, видите? Еще тоже 3, по-моему. Да. Пыль это бесполезная. Никому не нужная пыль. О, есть 4, наконец-то. У мечей про максимум 5, да? Но 4 это уже норм. Там стандартные леги только. Ну что делать? 3. Мечи 5 звезд и персы это круто. Но у меня нет мечей 5 звезд. 3. Вы не устали, я могу сразу 10 нажать. О, а у меня он есть уже. Это хорошо, да, что у меня Тома? Хорошо. А Томы 2 по 4 зачем мне, а не двое? Я одного продать могу или как? Или у меня какой-то другой там? По-моему, я его могу улучшить как-то. Да, хорошие созвездия откроешь. Окей. Еще. Смотрите, народа все еще 16 человек, потому что мы все еще открываем всякие штуки. Так можно сидеть часа полтора просто, если, допустим, накупить, правильно? Ну, вообще есть смысл, если у тебя много подписчиков. Дубина. Переговорная. Дубликаты персонажа открывают созвездия. Супер. Лук, лажа. Пока все плохо. Пока ни одного 5-звездочного нет. 1 4-звездочный только, и все. Пропускаем. О, 4 звезды. Вот ее у меня не было. Пропуск. Лук. Тоже 3. Пропускаем. Ее тоже не было. Тоже 4 звезды. Но я так понимаю, что самая тема это только 5-звездочная, а все остальные это так себе. Вот этот у меня, я не помню, не был. Саю. Дубликаты персонажей. Окей. Лук. Все равно 3-го. Печаль. Грусть, печаль меня съедает. Рогатка. Не радость. И меч драконьей крови. Все равно 3 звезды. Синий упал, он очень крутой. Хорошо. Я не понял, кто синий, но хорошо. Так, я так понимаю, что я могу где-то здесь еще что-то купить. Правильно? Магазин. И я могу купить судьбоносные встречи купить. Аполсон, напиши мне. Мне кажется, что переплетающиеся судьбы я могу купить. Фиолетовые крутки. Фиолетовые крутки это что? Звездный блеск? Судьбоносные встречи или что-то? Что тут должно быть? Это переплетающиеся судьбы. Купить. А что я купил? Подождите. Я не то, наверное, нажал. Переплетающиеся судьбы. Вот он. Еще один раз могу. И здесь еще. И здесь еще. Здесь уже все. Так, ну что, я еще раз могу, да? Купить. Судьбоносные встречи. Пропускаю. И... мне кажется, ничего не будет тут с 4 круток. Из 10 бы было, может, что-нибудь. Там 24 было и ничего не было. 2.
еще 3 раза. И они мне такие, да, дарят какого-нибудь легендарного за то, что я толком не играю по их меркам. И смотрим. Опять. Этот предвестник зари, по-моему, у меня уже черт знает какой раз. Ну давайте, последний. Качество картинки упало. Это не ко мне. Все. Ничего мне не дали. Помолиться 10 раз, подтвердить, недостаточно кристаллов, подтвердить, покупка кристаллов. Ага. То есть можно купить кристаллы, понятно. В общем, будет 100 человек онлайн, первый раз куплю. А пока все довольно так. Так, в общем, вы поняли. Церемониальный меч, детали, быстрая экипировка. Ага, то есть вот здесь, что ли, можно, или здесь. Давай вот сюда сменить. Я так понимаю, что он лучше, чем у нее, или нет? Здравствуй, Саша, архитектор, спасибо. Точно это у меня Тыргет тупит. Но это не ко мне. Так, отряд. Сейчас я единственное поменяю с мечом, пойму, вообще есть смысл менять меч или нет. Так, не то. Не то. Вот оружие. Сменить на новое. Так, а где мой меч-то, который я поменял? У меня же был какого-то 40-го уровня. Я так понимаю, я его отдал кому-то, да? Или его просто снял? Где мой меч? Я его мог удалить, что ли? Я тогда очумею просто. Так, авто. Куда делся мой меч? Вообще не смешно. Так, рогалики. Сувенирная лавка. Так, а я могу воля, телепорт, затопленное ущелье. И вот такие роги. Спрошу про очки. Давайте, сейчас я выберу. На распаковке не успел. Я постоянно ношу очки. У меня 1,5 в оба глаза. Давно посмотрел на Xiaomi очки. В них можно стекла менять? Или заказать в Китае сразу с диоптриями? Мне кажется, что нельзя. И вы просто-напросто, когда заказываете оправу, я вам советую благополучным образом сказать, что вам нужна еще и защита зрения, и все. И как только вы ее получите, все будет в огне. Вот. То есть это все довольно просто решается. Да, конечно, плохо, когда уровень оружия слабоват. Так, и давайте-ка, чтобы не... Ага, 36-го они левела. Надо все-таки было тот ствол взять. Ну ладно. 334. 8 врагов. Ага. Я думаю, все будет хорошо, хотя я зря ульту потратил на обычных. Надо было на боссов тратить. Но что делать? Будем надеяться, что я ее еще раз наберу, да? Или здесь боссов не будет? Будет все лояльно. Прямым текстом боссов, конечно же, не будет. Я имею в виду, что более-менее сильные герои обычно попадаются потом. Но здесь я не вижу их. 12. Пока есть надежда, что их и не будет. 30. Как-то очень долго восстанавливается энергия. Да, наверное, нужно будет оружие поменять. Мне кажется, что я не пройду. Хотя все бывает, так сказать. Так, польза. Да, польза получше будет. Хотя, нет, не факт. Так, 2
23. Ага, все, понеслась. Основа. Основа понеслась. Так. 9 секунд. Нет. Наверное, не получится. Только если этого успею добить. Нет. Не того. Не того. Не того. Все, провалил. Короче, надо. Вопрос не по Геншину. Был недавно обзор на Huawei 5i. Суммарно удобство похуже. По мне, да, лучше. То есть, ну, это опять же мое субъективное мнение. Мне интересно, куда я оружие дел, друзья. Куда я дел оружие? Оружие сменить. Вот он. Все, сменить. Слава покемонам. А то я уже думал, все. Так, здесь у нас все норм, здесь все норм. И на L, по большому счету, сейчас будет готово. 6 секунд. Хай, iPad удобнее играть, чем на айфоне? Я бы так не сказал. Скорее, все-таки удобнее играть на айфоне. Не забываем подписываться, если вы первый раз, опять же, на моем YouTube-канале. Точнее, Telegram, в Твиче. Я никак не могу привыкнуть, что я сейчас стримлю на Твиче. Но запись вы видите, скорее всего, на YouTube. Почему? Потому что на YouTube Live я, разумеется, это все дело выгружу. Иначе совсем смысла нет. Ничего личного, но 20 человек на стриме у меня, наверное, не было года 2. Но, опять же, это Twitch. Это не YouTube, и ничего в этом удивительного нет. Я бы сказал, что это нормально, неудивительно и привычно достаточно. Так, ну и все норм. На L. Почему-то не желают они никак быстро убиваться. Вот самое лучшее, почему-то у них заморозка получается. По убийствам, да, лучше, чем на L никого нет. Ну, 36 уровень все-таки это. Надо было съесть что-то. Не желают они просто так убиваться. Саш, ты велик купил, а катаешься в итоге? Я катаюсь от дома до студии иногда. Вот, либо там, допустим, мне доставку надо сделать. Проще говоря, я живу в Ленобласти, а недалеко в этой Ленобласти почему-то официально Авито считает, что есть Петербург. И вот мне ехать, не знаю, минут там 5-7 на велике. А ввиду того, что самое дорогое у меня без понтов сейчас это давным-давно время, вот, очень сильно спасает велосипед. То есть, когда есть необходимость, ты берешь его и реально едешь, куда тебе надо. Так, 24 секунды. Больше 25 просто он не дает, я так понимаю, правильно? Так, сейчас самое главное, чтобы они поближе встали. У нас 14 врагов. И если мы наберем ульту у всего и у всех, то мы сможем одновременно их включить. И ульта великая и ужасная на L всех победит. Если, опять же, я доживу до этого момента с секундами какими-то. 17. У Кейна только нет ульты. Вот это печаль. Все, понеслась. Понеслась. Так, раз, два, 3, 4, 5, 6. На L7. Вот все. 9 секунд. Да, не того я начал бить. Не успел. Нет, короче, надо... Ради тебя поставил Twitch на телефон. Дмитрий, спасибо большое. Очень приятно. Так, кратко. Нам надо еще раз тогда подкрепиться и попытаться что-то сделать. Потому что я отсюда уходить не намерен. Если я сюда зашел, то, значит, я должен это дело пройти, правильно? Иначе грош мне цена, как блогеру. Понятно, что из обычного ютуберского. Так, увеличивает защиту всех членов на 300 секунд. Атаки. Защита. Ну, давайте так. Раз, два. Я не совсем понимаю, что я делаю. 35, 6. Все нормально вроде должно быть. И
Она уже сыта, я так понимаю. Все уже сыты, и я думаю, что вот сейчас все получится. С полной прокачкой. Единственное, не будем тратить ульты. И да, скорее всего, все получится. Посмотри и наряди персов. Хорошо, я понял. Ну, я вроде бы артефакты там поставил, но они такие слабоватые. Ну, я понял о чем-то. Хорошо. Самое главное подвести Наэль к варианту, когда у нее будет полная ульта и бронь. И потом можно лупить. Мне кажется, что все получится. Ну, конечно, столько долбиться впустую, это прям печаль. А почему ее не восстанавливаюсь? Я не восстанавливаюсь, потому что у меня нет этого. 8 секунд, 6, 3. И это последний раз, когда я включаю ее для восстановления жизней. Почему-то не восстанавливаются жизни. Первый раз. Все, пошли. Дальше. Какие еще вопросы? 18 человек. Может быть, по гаджетам, по каким-то. Вас что-нибудь интересует? Кто это меня так? Ничего ж себе, он заранее стал. Ничего ж себе. Это удобно даже. Вот такой ты мне и нравишься. Вот так. И тогда у меня останется один враг. Его реально будет завалить. Если я успею вообще нажать что-то. Вот, отлично. Все. Миссия выполнена. Но если честно, эту игру совсем не понимаю. Наверное, я олдскульный чересчур, PUBG еще могу понять, но это там хоть на жизнь похоже. Смотря как смотреть, видишь, в чем дело. То есть здесь это из разряда линейки. Ты, наверное, не совсем олдскульный как раз. Бегаешь, развиваешься, и по большому счету потом просто-напросто у тебя появляются друзья, вы выполняете задания, которые они каждый день вгружают, и все. Так, покинуть. Рок у меня есть, и теперь я могу попытаться апгрейдить мой великолепный меч, если я правильно это понимаю. Если неправильно, то печаль. Очередная печаль. Так, не так. Никак не могу привыкнуть, что здесь надо через эту штуку входить. Сменить на 20-й, улучшить, возвысить. Сейчас мы сравним эти дела. Подтвердить. Авто. Приступить. Окей. Так, восстановление энергии 17%, а там у нас при попадании обычной или заряженной атака увеличивается на 7%, эффект может складываться до 4 раз. Надежный стальной 169, ага. Здесь 226 все-таки. Бонус физического урона 24. Ну, посмотрим. Будем качать и то, и другое. В принципе, мне на этот уже хватает на улучшение. На этот на улучшение мне не хватает. Нужно будет... Кстати, можно еще раз пройти и проверить, как у нас будет по опыту. С этим мечом можно быстрее копиться ультра, но вообще Наэль от защиты играет, то есть ей важны статы защиты. Лучше танчики? Ну, однозначно да. Ну, что есть, то есть. Так, начать. Также поесть, или мы уже поели, у нас еще есть секунды. Смотрим. Мне кажется, сейчас я уже не пройду. Нет, мы еще сытые, мы еще можем попытаться пройти. Я согласен по поводу танчиков, но танчики недостаточно жесткие, откровенно говоря. Поэтому играть в них это, такое себе в данных. Нам же важна автономность в первую очередь. А автономность здесь дает в первую очередь либо там смотреть в онлайне что-то, либо просто стримить. Но просто стримить это слишком легко для девайса. Идеальный вариант это как раз гонять его либо в Геншине, либо второй вариант в этом, в стрелялке. Либо можно еще покатать. Ваши советы, вот что еще больше будет его убивать? Монтировать я не собираюсь в онлайне.
Логично, можно ваншотсы монтировать во время стрима. А как относится к macOS? Я его не понимаю. То есть для меня все-таки закрытая система полностью. Ну, для кого-то, возможно, она и важна. У меня есть MacBook, у меня есть планшет, у меня есть iPhone, iPad и все остальное, но Android мне ближе по духу. Я не знаю, как вам объяснить. Я думаю, что те, кто перешли с яблоко на Android, они поймут. И сказать, что iOS не багнутая, ну там тоже своих глюков хватает лично у меня. Я не знаю, кто там видел эти абсолютно идеальные системы, что никаких проблем с ними нет. Это точно не мой вариант развития событий. То есть то, что я наблюдаю, к сожалению, проблемы есть. И сказать, что они исчезли, ну нет, не исчезли. Что-то подлагивает, там какие-то проблемы с программами, допустим, они работают не так, как хотелось бы. В прямом смысле. Притом таких программ довольно много. Вот. То есть я не скажу, что это самая не багнутая в мире штуковина. Багнутая она такая же. То есть у нее есть тоже свои минусы. Раз, два. И вот сейчас мне должны дать одного босса. Босс. И вот так вот. И вот так. Еще так. И в целом вот так. Это абсолютно удобная тема. И испытание пройдено намного проще с этим мечом. Да, меч все-таки вещь. Этот меч вещь. И заодно у нас уже будет сразу на прокачку его, как только я получу следующий левел ранга приключений. Не про оси. Я имею в виду про компы, Apple с их осью для работы нравится. У меня есть планшет, еще раз повторяюсь, но нет, я работаю все равно. У меня есть и планшет, и минька, и обычный, и две прошки. Вот, но работаю я на винде. Вот. Привет, если пофантазировать, что будет с OnePlus 10 линейкой, новые индексы выпускали с целью снизить ценник, обновиться ли левая нога, то я не знаю. Я говорю, я тысячу раз могу повторить, что все это, смотря как смотреть. Почему? Потому что сегодня, допустим, вас будут... Так, сейчас 5 секунд. А что это такое? Это ранг приключения. Ранга приключения, вот это вот дело. Вот, сегодня вам будет казаться, что OnePlus делает какую-то шляпу, ну, как было с 9, допустим, помните? Вот, потом вам будет казаться, что все это дорого, как было с 10 Pro, когда я его покупал за 100 тысяч почти. А потом вам будут предлагать, как сейчас продавался OnePlus 10 Pro за 34 тысячи, вам будет абсолютно наплевать на все его недостатки, вообще на все. Поэтому рассуждать про то, насколько BBK грамотно будет продавать, пока она продает все очень грамотно. Так, я думаю, я странный лед не смогу исследовать, потому что я умру в ледниках, да? Или попытаться? Ну, попытаюсь. Убивать-то никого не надо. Может быть, получится. Хотя мне кажется, что нет. А потом мы будем покупать 10 РТ за 20 тысяч. Нет, 10 РТ может быть. Саша, что-нибудь слышно про OnePlus планшет? Обещали, но не сделали, сформулируя это так. Так, мы холод набираем. Набираем холод. Так, этот тип мне не нужен. Да ладно, уже замораживается мне. Угу. Не знаю. Стоп. То есть, получается, я что-то там нашел и перестал копиться холод. Прикиньте. Интересная тема. Так, и странный лед. Вне зоны действия цели. Так, а где зона действия цели? Вы в зоне действия цели. Ага, и я благополучным образом сейчас умру, потому что слишком холодно. Я этого чувака уже заваливал. Его довольно просто завалить, но проблема в том, что я сейчас замерзну. А как не замерзнуть, я не знаю. Все вообще элементарно. Особенно каким-нибудь там эмбером. Короче, отсюда убегаю, чтобы не умирать. Бессмысленно, безобразно. Понятия не имею, как отсюда убежать, но как-то можно, мне кажется.
пока холод. Чтобы не мерзнуть, красные камни. А и что с ними делать? Рядом с ними стоять, получается? Телепорт тебя не спасет. Почему телепорт меня не спасет? А, я понял. Ну вот ты собрал и не мерзнешь. Что я там собрал? Не знаю, о чем ты. Эти с ледяными уже этими штуками какими-то. Очень странные дела. Саня, привет. Twitch скачал специально для того, чтобы попасть на стрим. Огромное спасибо за то, что вы попали на стрим. По возможности подпишитесь. Мы сегодня тестируем iPad mini. И я думаю, где-то через минут 10 мы посмотрим, за сколько он час игры, сколько он съел. Так, я вот 100%. Ты думаешь, что я могу опоссум пройти? Вот эту вот штуку, даже учитывая, что там холодно? Мне кажется, что нереально. Давай-ка лучше без странного льда. Потому что я вижу прям, что я замерзаю. Так, сначала надо отойти, я думаю. Уже копится. Так, а здесь что такое? Здесь огонь, да? Или нет? Нет, здесь желтое что-то. Здесь на L. Или нет? Что здесь должно быть? Активировать. И чего? И что дало эта активация? А, типа я не мерзну? Или что это? Ты не ходи в этот холод, ты маленький еще для этого. Пошли оскорбления. Ладно, я не пойду. Не буду ходить в лед. В зыбучих снегах. Опять снега. Можно что-нибудь без снегов? Вот, исследуйте что-то там. Руины. И где? Где я должен их исследовать? Дотроньтесь до статуи архантов, чтобы открыть территорию на карте. А, вот здесь. Все. Телепорт. Кот Матроскин. Ну, главное, честно. То есть, если я маленький, значит маленький. Вырасту, тогда пойду. У меня нет никаких лишних иллюзий. Я знаю, что такое, когда ты не прокачан, и нечего туда лезть. Правильно. Я жду 25 уровень для того, чтобы иметь возможность прокачать героев и оружие. И дальше все намного проще пойдет. Правильно. Незаконченная надпись. Дракон не исчез. Повержен. Всего 3 строчки. Бла-бла-бла. Давай посмотрим камни. Понятно. Бесценная информация. Исследуйте руины. А что я должен найти? Руины. Камни. Думаю, что-то связанное. Я понимаю, что уровень еще мало. Мне нравится твой юмор. Окей. На то опоссум, что у нее просто обалденный юмор. Понеслась. 24 левела, серьезно? Вот он, камень. Видите? Ничего, хороши, кстати, чуваки-то. Все с ними в огне. Так, все. Маски разбиты. Ставки сделаны, ставок больше нет, да? Вот у нас есть один камень, я правильно понимаю. Один камень есть, второй камень там, я его вижу. Все исследуем, мы с тобой, не боись, опоссум, окей. Ты спать ложись, опоссум, 11:30 со мной-то. И пусть это Дальний Восток, если ему не лень, пока на работу едет, пообщается, поделимся впечатлениями от Миньки и всего остального. Так, это 2 камня. И сколько их всего-то? Не туда. Так, я так подозреваю, что если мы были здесь, мы были там, мы же здесь активировали? Да, активировали.
то, скорее всего, где-то третий тут, с той стороны. Вряд ли они больше 3 камней, правда, сделали. Мне уже 18. Не обманывай нас, мы знаем, что тебе нет 18. Так, понеслась. Типы, камни, у которых нет никаких страхов. Польза, рассеивание. Так, окей. Активировать. Угу. Да все, я понял. Показал мне так. Типок. Глюки игры, да? Слизь. Слайма. Так, и... Я так понимаю, это и есть цель? Да. Ну и работа. Приду к 12. Не-не-не-не-не. Так это не работает, опоссум. Работы нужны, работы важны. Как без работы? Ты же еще не на пенсии, правильно? Когда будешь на пенсии, тогда можно будет болтить. А пока ты не на пенсии, нужно ходить. У меня выходной, хорошо тебе. Ну, значит, ты в воскресенье работал, да? Или потому что ты учился благополучно? Так, и я не понял, почему камень не хочет поддаваться. Денежка сама не заработается. Именно через терник к звездам, вопреки всему, несмотря ни на что, да? Неужели он реально не вырубится там через 2 часа? Друзья, у нас уже почти час стрим, и он меня прям радует. Я думал, что уже вылетит. Что у нас что-то вылетало, по-моему, iPhone 13 Pro Max. Я, кстати, скорее всего, даже если он вылетит, новый стрим включу и потом просто объединю при рендере, когда буду выгружать на YouTube. Вот. И вы, в принципе, увидите. Да я хожу. Ходишь на работу или ходишь просто? Так, сейчас кофе возьму. Вот такой классный вечер. Кофе, Genshin и iPad mini 6. Очуметь, нас все еще 15 человек. Ощущаете нашу значимость? Я сегодня был на стриме, на котором народ разговаривал на непонятном мне языке, употребляя, наверное, все виды наркотиков, которые я в жизни слышал. Это была забавная штука. А реально дети смотрят, поэтому, когда мне сказали, что Саня, скорее всего, Twitch забанит, но я не удивлюсь, потому что это дичь. Ну, то есть они благополучным образом рассказывали, что один под метамфетаминами на данный момент, другой укуренный. Ну и в чем прикол? То есть, чтобы дети смотрели и думали, что это нормально, что там вот мы заработали 200 тысяч, 700 еще. Ну, может, я как старпер рассуждаю, но это дичь. То есть то, что людей реально не прессуют за это дело, это неправильно. Потому что, опять же, большинство детей без мозгов, как и родители. И, наверное, как совсем старпер рассуждаю. Но все равно я считаю, что есть хорошие вещи, есть плохие вещи. И сеть должна учить хорошим вещам. Нет, Саня, ты же знаешь, я работаю по очень странному графику, а потом удивляешься, чего я шляюсь. Знаю. Так, как думаешь, почему производители не ставят беспроводную зарядку на средний сегмент и субфлагманы? Копеечная катушка на iPhone SE, и его поставили. А андроиды 8 ген почти никто не имеет, только флагманы. Все очень просто. А в каких случаях тогда будут топовые смарты отличаться от обычных? Экраном только? Ну, вы сами подумайте, что, опять же, самое дорогое – это оболочка. То есть, по большому счету, все эти сенсоры, процессоры и все остальное, если смотреть по запчастям, то разница-то не особо большая. Логично, что производитель хочет, чтобы вы покупали девайсы высшего ценового сегмента. И единственный способ вас промотивировать – это добавить туда фишку must have. То есть все ли хотят иметь беспроводную зарядку? Все.
Ну, если хотят, то покупайте флагманы. Нет, Саня, ты же так. Да, я хожу. На L разобьется. Не разобьется, все будет норм. Все будет в огне. Видишь, я куда-то ползу. Мне кажется, мне не надо туда ползти, но я ползу. Вопреки всему, несмотря ни на что. Я же прокачал выносливость. Нет, так. Час. Сейчас я заползу, и мы посмотрим оставшийся заряд. Напоминаю, что было 100% заряда, прошел час, а 10% он показывал трату через 30 минут, 67. Видите, он неравномерно показывает. То есть 67-33% за час, за первый. И еще раз повторяю, что показывал он это все дело неравномерно. Так, что-то там надо включить. Активировать раз. Активировать 2. Активировать 3. Активировать 4. Активировать 5. Я не знаю, куда я пришел и зачем. Я должен запомнить последовательность. Раз. Серьезно? 2. Да ладно. 3. Все потухло. Хорошо. Еще раз. Кости сломленные, Лои сломлен дух. Здесь статуя стоит, взирая на 4 стороны, на ветряные руины, заснеженный пик и обитель адептов и гавань Люэ. То есть я должен знать, где это, кто куда смотрит, да? Удобненько. Дальше. Все. То есть статуя на 4 стороны, ветряные руины. Где ветряные руины? Где тут ветряные руины? Не вижу их. Ветряные руины. Наверное, вот это. Да, вот это. На ветряные руины. Заснеженный пик. Заснеженный пик где? Вот там. Нет, там не заснеженный пик. Заснеженный пик тут. Обитель адептов. Обитель адептов это что? Обитель адептов. Я не знаю, где обитель адептов. Гавань Люэ. Гавань Люэ, понятно. Это вниз туда. Это левее чуть-чуть посмотреть. То есть это вот этот. А обитель адептов. Прошу не казнить. Ну, или гугли. Саня отжигает тут. Саня нормально все. Саня поймет сейчас, где находится обитель адептов. Подождите, адепты это 2 типа. Это 2 типа, которые смотрят на долину. И теоретически они вот там. То есть мы включили сначала. Ну, давайте попробуем вот этот. Нет, вот этот обитель адептов. Мы его уже включили. Значит, этот. Ничего не выключилось. Во. И гавань Люэ. Гавань Люэ вообще просто. По идее, это вот эта вот штука. Это же гавань Люэ. Сейчас смотрим. Озеро. Гавань Люэ. Ну вот, мы туда смотрим, да? Или все-таки вот этот? Нет, точно не этот. Все потухло, да ладно. Еще раз. Ветряные руины. Так, мы только что их видели. Ветряные руины. Заснеженный пик. Обитель адептов. Обитель адептов. И последняя гавань Лоя. Так. Это не туда смотрит. Ну, стопудово не туда смотрит. Гавань Лоя находится вот здесь. То есть это прям вот туда.
Почему он не определяет ее? Лабутени. Может, кто-то не в ту сторону смотрит? Может, этот? Все потухло. Я молчу, не сбивай. Так, обитель адептов, наверное, в болталке в телеге, понятно. Моя батарейка раньше села, все бывает. Еще раз. Ветряные руины. Раз. Заснеженный пик. 2. Обитель адептов. 3. И гавань Луэ 4. Ну вот это может быть. Все потухло опять. Хорошо. То есть не этот. Ветряные руины. Луэ. Обитель адептов. И гавань Луэ. Вот где же гавань Луэ? Вот смотрим туда. Там гавань. Вот в каком месте это гавань Луэ? Вообще в другую сторону смотрит. То есть вот этот, по идее, так я его уже включил. Вот этот включал же уже вроде, да? Этот вообще в другую сторону смотрит. Да, это не в гавань Луэ смотрит. Этот я включал. Вот этот. В гавань Луэ? Нет. А где гавань Луэ? Ну вот, гавань Луэ вот здесь. Или нет? Это облачное море. А где гавань Луэ? Долина. Нагорье. Долина. Слон. Отмель. Нет, гавань Луэ вот сюда. То есть это тело должно смотреть вот туда, левее. Это точно не он, вот он. Они все уже и так туда смотрят. На плоти его живет. Я не знаю. Подсказку кинул в телегу. Да я с удовольствием посмотрю, что ты там кинула. Фотография. Заснеженная вершина. 1, 2, 3. А туда и тыкал его. Так, и вот этот получается. Но этот активирован. Это 1. Этот 2. Вот этот активирован. Не активирован. Все. Спасибо. Почему-то мне казалось, что я его активировал. Понятия не имею, зачем. 16 человек нас. Ей. Опять же, я не согласен. Почему? Потому что гавань Луэ находится нифига не там. Гавань Луэ находится вот здесь. Вот здесь. И, я не знаю, кто там с этими... Ладно. Нечестно. Следующий момент. Ищем, где у меня здесь телепорт. Где-то там телепорт. Летим. Где-то внизу. Но мы к нему не полетим, наверное. Мы полетим сразу к точке. Хотя можно и к нему. Может быть, это и есть точка. Правильно? Если что, там добежим. Да я вижу. Точка. Телепорт. Все. Теперь мы что-то здесь должны найти. Полюбас. Какое-то задание, либо какая-то локация, либо сундук. Сундук мертвеца. Так, что мне надо здесь? Расспросите жителей деревни о фрагментах. Все. Жена, привет. Так, здороваемся.
новенькие, напоминаю, что я ютубер Ольза.нет, и это все дело будет на лайв-канале потом. Ух ты, ёшки и гагошки, сколько там людей. Точнее, это не люди, это чучело. То есть, если это чучело, то значит где-то здесь ходят люди. Кто тоже эти чучела ставил, правильно? Так, здесь не вижу никого. Нет, вот там бегает кто-то. Еще и дух летает. Так, здесь у нас на L. Что-то должно включиться и открыться. Если мы откроем все. Да. Раз, два. Их 3. Давайте включим. Спасла меня опоссум. Как это называется, когда человек не может не сделать то, чего он решил уже делать? ДЛБ. 14 человек, час 15, 33% съел за первый час планшет. Опять же помним, что первые 30 минут он показал почему-то 10%. То есть мы гипотетически могли бы предположить, если бы мы 30 минут отыграли, что планшет разряжается по 20% в час. Но, как мы выяснили опытным путем, это не так. Опа, рыба. Кстати, рыба мне нужна для чего-то там. Да ладно. Он уплыл от меня. Он от меня уплыл. Есть. Мне нужно было, по-моему, 3 рыбина. 3 рыбина. И для чего, я не помню. Для какого-то задания. Так, при любом раскладе нам надо вот этих вот типов отстрелить, которые убегают еще. Почувствовали опасность. Пусть и компьютерную опасность. Так, здесь я видел человека. Живого. Или не здесь? Где-то она бегала. Там, по-моему, была девочка. Так. Не вижу. Глазурная линия. Саня, давай, победи их. Смешно. Во, вижу. Мальчик. Мальчик, который бегает с духом. Здесь какая-то штука, кстати, крестообразная. Так. Маленький. Не видели лягушонка? Никогда раньше не видела такие штуки. Тан-тан-тан. А где бабушка? Ага, вот там бабушка. Мы пока найдем духа, куда он нас отведет. Дух — это всегда интересно. Ух ты, ёшки. Какой быстрый дух. Четыре, 5. Нет, не успеем. Или успеем? У нас, в принципе, много выносливости. Нет. Так, дух улетел туда. Бабушка там. Нам все равно подниматься наверх. Ничего себе, на экране чуть повернул, а на экране все 360. Угу. Ничего не понял. Эд Дженсон. Еще раз. Спроси, пожалуйста, потому что формулировка мне не ясна была. Что значит чуть повернула 360? Так, и здесь дух должен быть. А где он? Куда-то улетел опять? Дух смигрировал. Или вернулся к себе на место, где он и был.
Обидно, досадно, ну ладно. Так, здесь книги какие-то еще. Кубок приключений. Ей. Пока ничего больше. Ты не играешь в Геншин? Мне кажется, что здесь многие играют, но опять же здесь а-ля предел, наверное, это... Мне так кажется, что уровень 60-й. То есть на 60-м уровне народ начинает ломать, потому что вот я смотрю, что по большому счету я 25 уровень приключений могу выполнить, и уже потом 60 уровень героя. Это довольно просто все. Ты стрелял в кабанов, повороты экрана были резкими. А я подумал, что сеанса больше стоит у нас. Понял. Так, не туда, а туда. Движение жизни. Главное до 25 уровня прокачаться, и там уже интереснее будет. И веселее. Мне кажется, для какого-то даже оружия вот эти вот были вкусняхи нужны, которые не мог проапить из-за этого. Бабуля. Нет, не играю. Так, о фрагментах. Посмотреть. Хе-хе-хе. Древние времена, что-то интересное, дай посмотреть. Не знаю. Ла-ла-ла. Исследовать горные вершины. В любой битве. Каменных статуй к западу. Нажмите, чтобы отслеживать. Нажимаю. Так, и где каменные статуи? Так, там надо сначала до этой печали слетать. Это подъем, не подъем. Не знаю, но надо, наверное, выше подняться. Потом уже искать каменные статуи. Хотя я в себе не уверен, я бы сказал. Насчет статуи этих. Так, довольно высоко. 13. Мы вымираем потихонечку. Как и потихонечку отрубается зарядка. Но я предполагаю, если 33% вылетело в первый час, то максимум еще часа полтора. Хотя, опять же, все будет видно. Ближе к делу. Так, там мы видим место под духа, притом 3 места. Нет, скорее всего, не под дух, а под огонь. А огонь у нас есть с собой. И это хорошо. Нет, не попал. Не понял. О, есть. Все равно неудобно на планшете. То ли чувствительность не та. Нет. Выше надо. Сложно поймать. На телефоне легче. 2. Может быть, потому что конкретно к этому не привык. 3. 4. Ей! Нельзя это делать во время прицеливания. Можно все, только осторожно. Так, мы все-таки ищем фрагменты около каменных статуй. Около каких статуй, какие фрагменты. Секрет. 10%. Уходит быстро. Так,
Что у нас со статуями? Возле каких статуй нам надо искать фрагменты? Здесь я не вижу ничего. Здесь я вижу духа. Если есть дух, значит где-то есть штуковина, которая нужна этому духу. О, ничего ж себе, туда прям. Смотрите. А как тут подняться? Угу. Ну и... Серьезно? Ничего ж себе, туда можно зайти. Это они могут туда зайти. Вообще как-то странная тема. Надо заползти тогда выше, чтобы его еще оттуда согнать. Так, и теперь вот туда он побежал. Что еще мы можем найти? Ага. Нет. Он еще не на месте. Дух еще не добежал до нужного места, не долетел. Ему надо лететь, а мне надо плыть. И следующее... Как спрятано все магическим образом. Надеюсь, здесь что-нибудь интересное. Тупой меч, ну конечно, да, и чайник. Супер-мега интересные штуки. Ладно, здесь мы видим где-то звездочку. Я так подозреваю, что если здесь есть звездочка, то там есть, может быть, статуя. Надеюсь. И вот так. Таяние. Ей. Так. Ползем к звездочке. Кто не убежал еще? Напишите мне спокойной ночи перед тем, как уйти, не забудьте. Играем уже 1:20. Играем на iPad mini 6-й версии. И пока все довольно тривиально. Вот эти вот штуки, по-моему, к чему-то нужны были. Я не помню к чему. Так, 1, 2, 3 здания. Может, на здании что-то? Нет, на здании нет ничего. Отыщите фрагменты около каменных статуй. Возле каких статуй? Еще раз. От бабушки вы получили несколько подсказок. Один фрагмент находится в самом высоком месте в деревне Цинце, другой вблизи руин. Третий у каменных статуй к западу от Цинце. Запад. Где здесь запад? Север, юг, запад, восток, к западу. То есть вот там. А где там руины? Ну ладно, где-то там. При любом раскладе, вон там есть у нас чуваки, которые ждут, чтобы их поставили на место. Так, это понятно, это глазу. Так, вот так, этот не штука, которая золото бегает, раздает. Все, убежал уже. Я не успел. Кто не успел, тот не успел. Так, пам-пам. К западу от Цинцин. Ага.
Нет, надо выше подняться, чтобы поймать вот эту штуку. Думаю, достаточно будет на какое-нибудь задание заползти. Отсюда тоже можно прыгнуть будет. И вон дух, получается, на этой штуке нет. Не получится. Ну ладно. Я смотрю, а завтра подъем в 5, и так каждый день. Ну, смотря во сколько вставать, во-первых. Во-вторых, смотря чем ты занимался в выходные. Если ты все выходные спал, то вполне возможно тебе норм. Но при любом раскладе лучше, если в 5 встаешь, в 9 ложиться. Хотя все зависит от твоего возраста. Все, как говорится, относительно. Так, выше надо подниматься. Отсюда далеко нет. Вот оттуда далеко. Ага, вот куда дух, кстати, должен прилететь, я так понимаю. В идеале. И понеслась. Давай, лети. И куда он полетел? На то здание, ладно. При любом раскладе надо забирать. Так, а на то здание мы можем забежать как-нибудь. Или нам надо тоже на него запрыгивать. Вертикально они не заползают. Мы можем вот оттуда запрыгнуть. С той же штуковины, на которой он потом полетит. Система ниппель. Или он на другую полетит? Да ладно. Он, получается, на ту, на дальнюю. Значит, тот дух должен был на ближнюю. О, наемника тема. Так, а здесь что? Исследовать. Пока ничего полезного. Властелин инкогнито. Том 1. Так, здесь. Ну, это не руина. Опять же, это все поиск в самом городе. Опыт и остальные мелочи. Хотя, может быть, это и подразумевается, что я как-то должен найти среди улиц что-то там. Так, возраст 35, каждый день в течение 5 лет, подъем без выходных, в 5 утра свое хозяйство, по-другому никак. Так ложись баиньки. Но свое хозяйство это круто. Опять же, правда, зависит от того, насколько рентабельно все это дело. Пока смотрю, делаю на завтра заказ по маслу сливочному. Ну, видите, те, кто перепродают в основном, как я понимаю, получают основной доход, а производители не всегда. Или я не совсем прав. Я просто знаю по семечке. То есть реально семечко стоит довольно дешево в закупке, а масло по факту стоит космос. То есть там маржа чуть ли не 90%. Может быть, я не прав. Если не прав, то поправьте меня. Так, где эти гении? Вообще какая-то проблематичная, конечно, проблематичное задание. Непростое вообще ничуть. Доход небольшой, но факт. Ну, небольшое понятие растяжимое, с одной стороны. С другой стороны, вы видите, принадлежите сами себе. Это хорошо. Обычно люди, которые сами себе принадлежат, они намного более счастливые, чем люди, которые работают на кого-то. Правильно? Но преклоняю голову к людям, которые занимаются реально народным хозяйством. Ну, это реально по мне сложно. А, Саня, OnePlus 10T будешь брать на Алике, когда появится? Пусть сначала появится, потому что завтра, скорее всего, мне будут высылать нафиг телефон. И я говорю, если все хорошо, то в этом году я все равно прям рублюсь. То есть я покупаю много-много разных мобильников, тестирую много-много разных устройств. Так, этих чуваков я нашел. И что? Что мне с ними делать? Нашел.
Нашел эти штуки. Что значит звездочка? Други, кто разбирается вообще, что такое звездочка? Апоссум-то тут? Что такое звездочка? Александр, что сейчас лучше взять на Алтае OnePlus 10 Pro или Mi 11 Ultra? Ни то, ни другое. 10 Pro через AliExpress или через кого-то там? Каким образом ты 10 Pro будешь брать? Самый главный вопрос. Вопрос дня, я бы сказал. Так, а где здесь? Где здесь? Вот он. Если на Али бы было брать, вот когда 35 тысяч стоили, то OnePlus 10 Pro. Если брать в ритейле, то на Авито прям море хороших смартфонов. Сейчас очень много людей допингуют. Вы все еще тут? Я отходила. Да, мы все еще тут. Что значит звездочка на карте? Апоссум. И где мне здесь все-таки всю эту фиготень искать? Так, яблоки, понятно. И что он мне там скажет? Властелин камня сумел сразить Чи, но та-та-та-та-та. На севере кости его, на юго-востоке плоть. Ох, понеслась опять. Опять это лабутень. Короче, сначала север. Где у нас север? Север там. Нов. Так. Вот он смотрит на север. Он же на север смотрит, на север. Дальше, второй. Кости его на юго-востоке. Юг, юго-восток. Юго-восток смотрит вот этот тип. Нет. Он смотрит на юго-запад. Нет. Смотрит на юго-восток, все правильно. Дальше. На северо-западе. Северо-запад. Север. Северо-запад. Так, а я этих типов уже отключил. Так, северо-запад это вот туда. Кто-то из вас. Так, здесь юго-запад, здесь северо-запад больше. И на юго-западе последний. Все. Други. И вот этот последний. Что мы наделали, что не так? Все потухло. Понятно, я не то нажал. Еще раз. На севере. На севере. Север там. Кто смотрит на север? Вот этот. Кости юго-восток. Юго-восток. Туда. Дальше северо-запад. Северо-запад. Нет, это северо-восток. Это юго-восток. Северо-запад. Здесь юго, но в север. Так они никто больше не смотрит. Ну вот на север смотрит. И северо-запад, северо-восток. Ну это тоже тогда. Нет. Этот вот северо-восток. Я опять то же самое, по-моему, делаю, да? И юго-запад. Все потухло, опять не так. Не помню про звездочки эти. Так, вы все еще тут. С миллионника переехал на деревню. Теперь коровы 15 голов, сам офигеваю, вдвоем без помощников работаем. Но если выхлоп есть, то почему бы нет? Так, на севере. Еще раз. Север. Юго-восток. Юго-восток. Нет, это юго-запад. Вот это значит юго-восток. Юго-восток. Северо-запад. Северо-запад. Северо-восток. Вот что мне нажать на северо-восток, если здесь нет северо-востока? Что за дичь? Так, это юг. Давайте так. И дальше юго-запад.
Мы же все уже нажали. Ну, вот. Все потухло. Отлично. То есть, значит, мы не в правильном... на север. Ага, то есть можно даже так. 2. Можно на «отлюбись» их ставить, и они все равно будут работать. Что-то потухло. Понятно. Понеслась. Здесь все так. Здесь север наверху. Саня, посмотрите Лего. Север, юго-восток. Ну, здесь наоборот. Здесь север так. То есть север раз. Юго-восток 2. Получается 3 этот. 4 вот этот. Ну здесь все наоборот, короче. Я думал, север наверху карты. Спасибо. Снова делаю нехорошо и неправильно. Мне кажется, 3 фрагмента, кажется, они складываются в единую картину. Тан-тан-тан. То есть я все правильно нашел, что ли? Попам. Хорошо все. И чего дальше? Расшифруйте фрагменты. Это куда-то мне надо туда бежать. Ждете что-нибудь интересное из девайсов? Короче, на руках у меня Black Shark 5. Давайте на «ты». Как бы все-таки Twitch подразумевает вообще ультра интимное общение. Так вот, на руках у меня Black Shark 5, Black Shark 5 Pro, 5 будет через день. И по большому счету вот все эти супер интересные девайсы у меня уже на руках. То есть я не могу сказать, что сейчас у меня чего-то я ожидаю. Завтра я забираю F4 GT. И, скорее всего, я буду делать на него обзор буквально за 3 дня. Потому что то же самое было, это Poco, опять же. То же самое было с 11T Pro. Это фактически его копия. И после этого я буду делать, получается, обзор на... В общем, самое интересное, это Honor 3 Pro. Смартфон Nothing. Nothing это чисто из-за хайпа, то есть я его не жду. Я жду, когда я продам F5 Pro Oppo и смогу купить себе чего-нибудь интересное из флагманов, потому что из флагманов, еще раз, во-первых, в принципе, их и нет, наверное. Молодец, Апоссум, спасибо. Я не знаю, какие флагманы я не покупал. Вот расскажите мне. Так, символ дороги, все остатки, кто такой Чи в легендах, бла-бла-бла. К счастью, видишь на деревьях? Вижу. Дальше. Сокровище записано в история. Но если тебе действительно хочется заряться, я порекомендую поискать связанное с водой. С водой, которая может блокировать вход, водопад. Может быть и то, и другое. К северо-западу может есть большой водопад. Может быть он связан с твоими поисками. Да что ж за подлые люди мучают меня. Хотя бы есть точка, и то неплохо. Есть точка, и то хорошо. Вот, из интересного, я еще раз повторяю, я очень надеюсь, что мне Nothing смартфон пошлют, чисто с точки зрения хайпа, потому что Black Shark мне понравились, я очень жду, что выпустят новые из яблока. Также я жду осени, я думаю, что много чего интересного выйдет. Из того, что мне идет, это V80, это Ace. Я уже морально готов даже на Авито купить легионовский планшет, хотя я не знаю, мне кажется, что мне даже не получится его вообще продать даже за процентов 70 стоимости. Но это реально дорогая штука, этот планшетик. И, опять же, это я буду делать, скорее всего, завтра. Я буду решать, потому что завтра у меня покупка, опять же, смарта One More, если не кинут. Ты не покупал, только что покупать не стоит ZTE. ZTE я не буду покупать, да, опять же, потому что для меня это, это перебор. То есть я не собираюсь тратиться на этот хлам. Вы меня простите, может быть, я не прав или кого-то, может быть, обижу как-то. Но покупать заведомо то, что я не смогу продать, я понимаю, что люди, которые их продают, делают обалденные обзоры, рассказывают, что они круче, чем Vivo, допустим, как я видел
сравнение, но это идиотизм. То есть у меня были ZTE-шки, я не верю, что они как-то поменялись. Это как говорить, что Asus там плохой игровой смартфон. Это все топовые штуки. Так, ну я так понимаю, что нужно этих типов убить, чтобы не было скучно никому. Потому что уже очень много времени мы проболтали. Так, все убежали. Ничего мне не оставили, никакие после себя штуковины. Печать только какую-то оставили, и все, ладно. То неплохо. Так, что мы здесь ищем? А, вот там водопад. Уиу! 24-го левела, это, конечно, мечта. Особенно, когда у нас такое оружие. Когда же у меня будет 25 уровень, чтобы я смог сделать нормальные уровни? Так, надписи. День 7. Начальница сказала, что у нее есть идея, но пока она только ждет. ТТТ с рудниками. Понятия не имею, почему начальницу заинтересовало это место. Охраняет огромный руинный охотник. Где? Где руинный охотник? В поиске руинного охотника. Наверное, вот там внутри. Хоть 3 руинных охотника. О, есть. Отличная тема. Ну, давай, оживай. Или я его уже убил? Или кто его уже убил? Ну ладно. Не встает. Врата. Плотно закрыты. Стальных углубления. 3 стальных углубления. Выбрать. 1, 2 и 3. Ей! Все, банкет. Выглядит опасно. Не трогать. Логично. Обыщите тайник. Я думаю, что мне надо сначала что-то съесть. Дальше. Доброй ночи. Офигенные видео, классные обзоры. Спасибо. Пожалуйста. Очень рад, что вам все заходит. Сейчас я убью этих типов. Заодно... Ага. Заодно я могу как раз подготовиться к основной бойне, я так подозреваю. Заказывайте на Фингфон. Мы там почти налайкали. Да, я скорее всего закажу. Хотя, опять же, ну, космические деньги за шлакоблок. То есть за 50 тысяч ты можешь купить просто обалденный смарт, а не вот это вот. Хотя, опять же, я пока еще его не трогал. Вот когда потрогаю, может быть, и правда окажется. Просто по железу за эти деньги можно купить iPhone 13 Pro. Ну, во всяком случае, iPhone 13. И это в разы круче тема, чем то, что они предлагают по железу. Я не знаю, как с таким железом это может быть супер-мега-смарт. Может, он и может быть, но мне кажется, что это какая-то замануха. Так, тайник. Сначала мы съедим чего-нибудь, а потом откроем тайник. Что-нибудь, что нас смотивирует использовать и использовать. Все. Пусть у нас чуть-чуть будет бодряк. Победите 5 монстров. Понеслась. Вот это вот тема. Они не одновременно? Вроде не одновременно. Тогда все терпимо. Ага. И там одновременно эта штука лупится, да? Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я, в принципе, в курсе. Так. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, это первый. Второй. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Да давай уже падай. 7. Они там еще и кучкой. Прям какая-то дичь. Вот, наконец. Нет. Да что такое-то? Есть. Вот. Хоть что-то. Как это провалено? За какое-то время, что ли, надо было повалить? Хотя, может, ты умрешь тут, прости. Нет, я не умер, но просто... То есть тут по времени получается? Священные книги. Побеждено 0 монстров. Окей, смотри. Я пока не собираюсь умирать. Но вопрос дня как бы... Сколько у меня времени на это? И почему он посчитал, что я проиграл? Я вот это не понимаю. Я завалил одного монстра. Сейчас второго завалю. Ну, точнее, первого. Я не понимаю, почему он считает, что я не заваливаю их. Противники снова атакуют. Отлично. Все, вот. Не совсем понимаю систему, потому что все довольно просто. Один монстр готов. Теперь второй. Ничего страшного. Я не понял, почему он сбросил. Священные книги завершены на 70%. Это что значит? А, типа, у меня кончается времени на 50%. А, это, наверное... Понял. То есть они, типа, нападают на них. На 24. Все, я понял. Их надо отвлекать. На 9. Все, ясно. Ее били, разрушили, пока ты там дрался вдали. Короче, я обязан убиться здесь. Готов. Защищайте священные книги. Он же не будет по нему бить, если я здесь. Не, мне не получится, наверное. Потому что они нападают на книги именно. 77. 74. Так, я должен как-то ее защищать. Правильно? Она же от этого не теряет сил, когда... Раз, два, три, четыре, пять, 6. Ага, все. Уже первый же монстр ее завалил. Все, не пройду. Нет, разрушают пьедестал и все. А как мне ее... Обыщите тайник. Собака. По одному, что ли, их? Ну, выманиваю, окей. Победите 5 монстров. Где у меня первый? Все, первый здесь. Все, вот так. Если быстро его завалить, то, наверное, он не будет, получается, ничего делать у священной книги. Только его надо завалить быстро.
Надо их уводить просто от книги, и тогда все будет в огне. Но это сложно. Так, это первый. Все. Где остальные? Где остальные? Вот он, второй. Здесь же. Окей, я готов держать. Так, и вот тип, и вот этот сразу, и заморозку, и вообще все. 84 там они уже. Они уже все, они уже нападают. Фиг я их отвлеку. Нет, отвлек. Но там один из них лупит по священной книге. Пока я здесь разбираюсь с двумя. Ну, чего? Провалено. Нет, я не пройду. Никак. Придется выползать. К сожалению. Обыщите тайник. Выше, ниже. 4-3. Не, нереально. К сожалению. Либо их как-то отводить от... Ну, если, подождите, попытаться вот так активировать и потом убежать. И стрелять. Допустим, монстра. Есть? Есть. Есть. Глаз выбить и все. Дальше. Раз. Так, и где эти? Снова атакуют. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Не-не-не, нереал. Ну-ка. Вот я не... 46, 44. Не-не-не. Они сейчас атакуют эту фигню и все. О, все, я их отвлек. Ноэль. Двадцать 24-го. Все, испытание провалено. Не. Защищай. Нереал. Нереал. Не на этом уровне, я не знаю, на каком мне надо. Когда прокачаюсь еще. Потому что это бесперспективняк. То нужно их раздалбывать быстрее, чем у меня получается апгрейдиться. Так, что у нас здесь? Что я там пропустил? 11 человек. Мы уже стримим, получается. Сколько по времени, кстати? Кто-нибудь видит время? Я не вижу время почему-то. Час 55. Через 5 минут мы будем смотреть, сколько за 2 часа съела все-таки. Будем выбирать другое какое-нибудь задание.
потому что это не реал. Поищите следы отца. Поищем. Угу. Телепорт. Какие там следы отца? У кого? 800 метров бежать. Как-никак. Но нужно бежать через что-нибудь. Всем привет! Кто не в курсе, меня зовут Саня. Вы на канале Пользанет, скорее всего, лайв. На данный момент на Твиче. И в перспективе я вот этот стрим выгружу как подтверждение того, сколько может iPad mini прожить в режиме, получается, проигрывания видео через Wi-Fi. Кто-нибудь напишите, кто в онлайне, видно или нет. Потому что я во всяком случае вижу, вы, может быть, и не видите долины воспоминаний. Угу. К сожалению, ранг не позволяет даже думать об этих зарубах. Может, или к счастью. Можно до упора еще качаться. Мне бы до 25-го докачаться. Хотя, наверное, надо по одной видно, как температура тела. Ну, тепленький, но опять же, я без чехла. Нормально. Пока, видите, каких-то провисаний особых нет. Я бы даже сказал, их вообще нет. 20 уровня, еще чуваки, ничего ж себе. Еще такие остались, видите? Хорошо, когда есть такие. Можно просто так собрать эти кочерышки их. Что как-то она плохо их бьет. Очень странно для 20-го левела, для 17-го этого. Прям вообще печально. Еще и 17-й. С 5 ударов не убивается. Очень странные дела. Ну ладно. Хочется ему не убиваться. Тяжелый рок это хорошо, но богатый сундук лучше. Все, всех забрали. Продолжили путь. Сложный, тернистый. Через горы. Стрим видно? Ну, вроде да. Если сделаешь задание, чтобы я твой мир могла зайти, быстро прокачаем тебя. Какое задание? Вот опоссум. Давай я сейчас это... Ну, давай я сейчас заползу туда и включу. Хорошо? И мы посмотрим. Какие мне задания надо сделать. Ух ты, ёшки. Опять это в холодильник? Я не пройду там ничего. Как меня бесят эти холодильники. Можно единственное до статуи попытаться добежать, а потом туда телепортироваться, правильно? Давайте попробую. Хотя мне кажется, что я не добегу. Тем более еще и наверх. Ну ладно. Понеслась. К красным вот этим вот штукам надо, да, подходить? К красным камням, и тогда все будет норм. Алый кварц брать его, да, наверное? Или нет? Нет, что-то как-то не помогает. Ладно. Ну, телепорт-то мне дадут. Ничего ж себе. Получается, бегу вертикально по этой. Неплохо так. Пока все хорошо. Вдоль укрытия. Укрытая снегом тропа.
Так, ждем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поспешишь. Пока-пока. Денчик, счастливо. Верю в твою мощь. Мне валить пора. Опоссум, спокойной ночи. Я тоже верю в мою мощь. Буду искать тогда, каким образом попытаться подключиться. Что нужно сделать, чтобы потом играть вместе. Потому что я, по-моему, с кем-то играл в паре. Ты зря, кстати. Ну, то есть у меня уже был экспириенс, что я с кем-то играл. Так, 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 так. О! Вы можете встретить кристаллы, которые называются благосклонный агат. Поднесите багровые агаты древней вечной мерзлоты, чтобы получить щедрую награду. Понятно. Это круто очень. Лучше бы вы меня согрели. Нет, я не успею добежать. Хотя, может, и успею. Подожди-ка. Подожди. Если я полечу просто. Ага. Нет, я не пролечу столько. Ну ладно, попытаться стоит перед смертью. Получается, у меня будет 3 героя еще. Помимо этого. Кагату, Кагату, Кагату. Алый кварц. Нет, теплее мне не стало. О, греет, греет. Греет, греет. Получилось. Получается, если бежать с ним, то можно согреться. Но потом все равно придется замораживаться. Но самое сложное мы сделали. Мы добежали. Ага. Ничего ж себе. Эту ледяную штуку надо чем-то растопить, что ли? Да, и все равно. Вот это облом. Пока-пока. Короче, под снегом какие-то следы надо найти, которых мы уже не найдем. Багровый агат. Мы, кстати, забыли пересмотреть время. Так. И что тут со следами? Не вижу ничего. Он, наверное, внизу где-то был. И вот они. Аккуратные записи исследовать. Так, хорошо, Эмбер, Эмбер, Эмбер. Окей, окей, окей. Пока еще живой. Похер мне. Разбитая маска. Все. К теплу. В рюкзаке обштаг книги. Там.
Вот он. Все. $337. Смешно. Так, теплая фея. Понятно. Доисторический лед. Пироатаками. Это покрытие, где нельзя стопить пироатаками. Таинственная энергия этого несокрушимого нуля. Только атаки, обладающие энергией алого кварца. Алый кварц. Не знаю, что это за энергия. Но очень интересно. А персонажи? Понятно. Так, опоссум. Все убежали. Смотрим остаток заряда. 23% заряда. За 2 часа 6 минут осталось у нас. То есть мы ускоряемся по поеданию заряда. Ладно. Я думаю, что пора заканчивать этот банкет. Потому что следы Джонсона мы 100% не найдем нигде. Нереально туда подняться. Пироатак у меня этих нет. Поэтому нужно куда-нибудь идти из разряда чего-то более-менее адекватного. Там какой-нибудь город. И колбаситься там. Нас 10 человек, но мы в тельняшках. А кто здесь, пишем? Или есть кто-то просто, кто включил по доброте душевной все это дело? Так, мне надо было 206 таких вот штук. Нет, это не это кристаллы. Я не знаю, что это такое, кстати. Там манштарта какие-то есть задания. Пам-пам. Победите всех монстров. Вот это вот по мне. Что-то попроще. Победить всех монстров здесь. Все, готов. Смотрим. Джейсон, спасибо. Я не один тестирую данное устройство. Уже проще. Я все равно на лайв скину это все дело. Мне не кажется, что народу будет неинтересно. Мне кажется, что народу как раз будет более чем интересно. Потому что такие штуковины, они реально показывают автономность устройства. Вот. Это смотря как смотреть. Для YouTube, допустим, наверное, так много и не надо автономности. Так, что ж ты, шаман, хочешь? Слайм бедный, шаман бедный, маска. Вот эти вот маски, конечно, свитки, очень полезное дело. Потом значок какой-то. Чего-то там. Ну, вот такие всякие штуки. Что это за знак? А, это я знак ставил. Так, здесь мы можем пробежать благополучным образом, без проблем каких-то. Можем даже поставить локацию здесь. Здесь, скорее всего, испытание. Ну, окей. Испытание — это всегда хорошо. Так, 45 секунд у меня. Окей. Окей. А добавлять будут? Нет, добавлять не будут. Вот это минус. Вот это минус, потому что я надеялся, что за убийство слабеньких будут добавлять. А если за убийство слабеньких не добавляют, лучше сначала убить сильного. Ей. И все равно кто-то меня заморозил. Чайник и опыт приключений. Убить всех монстров. И не утонуть надо еще добавить.
что, мне кажется, самая большая проблема всегда это в этих штуках. Это не утонуть. Ладно. Монстры опять нападают на абсолютно лояльного 22 уровня. Я тоже в наушниках, и ушам больно, когда трогаете микро. Окей, буду стараться не трогать. Сейчас я трогаю микро или нет? По вашим ощущениям. И завтра, кстати, надо забирать в Икее заказ. И я очень надеюсь, что у меня это дело получится сделать. Потому что потом шансов больше не будет. Нужно будет заказывать с Европы. Сейчас нет. Хорошо. Так, разбитая маска. Здесь еще где-то утопленный был. Ну ладно. Смотрим. Монстров. Надо было телепорт открыть, конечно. Так. Угу. Ей. Как всегда. А, это все эти же монстры. Вообще все просто. Тонут? Да, тонут. Как говорится, проще простого тогда. Даже берсерки. Свиток. Ну, наконец-то хоть кто-то бодрый. Горение. Смешно. А он тоже тонет? А, ну да. Уже этот. Ветви земли, серьезно. Пам-пам. Ну все. На этом мы и закончили, как говорится. Поручение выполнено. Опыт приключений. Наконец-то опыт приключений хоть какой-то. Так, в целом, я так понимаю, что здесь больше нечего ловить. Единственное, нужно, конечно, вернуться и активировать телепорт. Ну и плюс еще можно до таких моментов сплавать. Так, получается, справа будет. Справа будет телепорт. Это есть удобно. Так, раз, два, Эмбер, Кей. Серьезно? Какой серьезный тип. И теперь Ноэль. И все. И чувака скоро не будет. Потому что нельзя столько ходить по воде. Симплеклава. Ладно. Так и быть, ульту потрачу. И ну, как-то вообще тяжело убивается. И очень быстро магия исчезает. Заморозки. Удивительно. Тяжелый рог и стреляльщик. Пар. Лучник.
Где он? Что, уже мертв? Получается, последний. Необъяснимо, но факт, да? Все. Победили. Самое главное не пропустить момент счастливый, когда у нас будет стопроцентно великая и ужасная тема с туман взяли. С полным проседаловым. Так, где у нас там телепорт? Ну ладно, давайте убьем этих, если они здесь ходят уже. Телепорт сначала, а потом мы сбегаем за значком, чтобы можно было Арханту помолиться. Да, ну конечно ульта нужна какая-то, чтобы растопить там телепорт. И среагировал, есть. Ей. Тайне. 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 Заморозка. И вот так. Теперь можно до него доплыть. Так все просто. Слизь. Все забрали. У нас осталось 7. Почти час ночи. Всем спасибо, кто является свидетелем данного сейшена. 2 часа 17 минут. И у планшета осталось 15% заряда. Думаю, что довольно скоро этот банкет закончится. То есть по логике еще минут 20 он выживет и все. Что он почему-то начал даже больше греться. Причина. Телепорт. Ищем еще. Прямо в сердце. Можно и прямо в сердце выбрать задание. Выполните испытание. Окей. Где оно? Опять туда плюс-минус. Нейтрон микро. Данчик. Хорошо. Договорились. Так хорошо слышно? Так, подожди, а почему 2200 метров показывает? Вот здесь задание. Ну-ка, вот так. Не может быть так далеко. Все равно 2200 метров. Или... Не понял. Все равно я не понимаю, в чем прикол. Почему так далеко показывают. Или надо телепортироваться просто. Разрушьте башни. Одну башню разрушила, я правильно понимаю? Так. Так, и следующая башня. Стоп. Одну башню мы разрушили. Почему здесь локация желтым горит? Вот вторая башня.
Поручение выполнено. Почему на время написано? Очень странные дела. Очень странные дела. Да, не вижу смысла. Так, следующее. Ага. Аж здесь. Ну окей, отсюда. Прямо в сердце. Саша, с макбуком будешь пробовать? Ну, если надо, то да. А на маке есть разве Genshin? У меня никаких проблем не будет, если, допустим, на том же лайв-канале, на стриме народ напишет в записи, когда я ее выложу, что Саня, это была тема полезная. Отлично сейчас. Хорошо, Данечка. Выполнить испытание на время. На какое время? Ну ладно. 1200 метров. Я думаю, что долететь я не долечу. Опа. Это было близко. Но при любом раскладе с гор лететь комфортнее с самой высокой точки. Так, ну на те горы я не допрыгну. Но хотя бы отсюда. Угу. Или нет? Или все-таки надо наверх ползти? Не долечу я, наверное. Только оттуда. Да? Да. Чтобы наверняка сразу буду с горы, самой высокой точки. Я думаю, как раз заряда хватит. А на маке нормально в Genshin играть? Можно будет попробовать. Ну, у меня идея с iPad'ом, прошкой, на 11, на 12 дюймов. Опять же, если здесь какие-то реакции наберем. Так, как я вижу, надо было все-таки телепортироваться в другое место какое-то. Ну ладно. Что, отсюда долечу? Докуда-то долечу. Сейчас посмотрим, докуда. Что-то мне подсказывает, что надо было самую верхнюю точку брать. И оттуда лететь. Либо от угла. Вот от конца острова. При любом раскладе надо брать там телепорт. И оттуда уже лететь. Это все Филькина грамота. Нет. Придется все равно. Зачем лес называется? Абсолютно бесполезно. Можно было сразу на те камушки встать и все. Ну ладно. Как говорится, попытка не пытка, да? Это было неразумно. Так. Не упало хорошо. На камушки встаем и летим. Уже 800 метров осталось. Как говорится, главное, чтобы хватило выносливости туда добраться. Мне хватит, кажется, уже. 144, то есть по большому счету нам надо долететь туда, потом там уже можно будет пробегать по суше. Заряд не пощелкай, много не пробежишь. Разряд. Хорошо. Заряд. Да нет, я думаю, что успеем мы. 2:25. Но должен он 3 часа вывести. Даже учитывая, что стрим идет.
Хотя, смотря как смотреть. Сейчас увидим. Каменный лес. Гуюнь. Единственное, да, наверное, не буду ни с кем в контакт ходить. Да, осталось 10% заряда. Надеюсь, что ничего от этого не слетело. 500 минут. Что, будем убивать его? Да, 10% хватит. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Мык, мык, мык. Обычно с таких типов нормальная тема потом вылетает, да? Тем более 33 уровня. Нормальный опыт дастся. Раз, два, три, четыре и 5. Вот яйцо. Будем считать, что с него и шеврон, и нож. И все в огне. Так, ладно, пока не будем. Смотрим, что тут на карте. Не, наверное... А что у меня здесь есть локация? А, у меня здесь был телепорт, прикиньте. Я ж помнил, что я туда прыгал. Да, эпичный файл. Как я до туда не дошел? А, наверное, я не пытался. Пытаться проплыть? Думаю, нет. Или думал, да? Далеко тут нет. Не хочу. Лучше вот до этого доплыть, а потом оттуда. А здесь еще и мелко. Мне надо не спеша плыть. Тогда доплывем. 10 человек. Всем спасибо, кто тестирует данное устройство вместе со мной. Технически планшет показывает себя с неплохой стороны. Вопреки всему, несмотря ни на что. 195 метров. Окей. Ракушка. Ведьма бедная. Не нужна ты мне. Я бегу к испытанию. Два с половиной часа. Нет 3 часов игры. Короче. Вообще довольно печальный факт, что вот это вот дело, получается, не дает возможности играть больше 3 часов и стримить. Так, что он мне предлагает? Разумеется, то есть я могу попытаться. Одиночный режим, окей, начать. Да хотел узнать, какие настройки на Геншинке стоят и сколько FPS выдает. Ну, давайте откровенно, что FPS вы и сами можете сейчас посмотреть, потому что, в принципе, планшет больше 60 FPS сейчас и не показывает. Второй момент. Смотрим настройки. Так, настройки мы не посмотрим сейчас, получается, да? Или посмотрим? Нет, по-моему, в режиме испытания настройки не посмотреть. Подтвердить, покинуть подземелье. Испытаний не было, чтобы испытание провалить. Настройки я сейчас покажу. Все ради контента. В самом конце получается. Так, графика. Высокая нагрузка, 60 FPS. То есть, в принципе, это на высоких настройках графики, на пользовательских. Он так умирает. Я тоже закончил, пойду окончание стрима. Жду. Пойду по окончанию стрима спать. Ну, хорошо. Ваше дело. Начать испытание и 40 секунд одолейте всех врагов за 45 секунд. Но мне кажется, это нереал. Это уж очень бодрые враги. Потому что если это этот тип, а кто остальные тогда?
30 секунд. Я еще даже не сбил ему жизненная энергия. Ничего. 22. Не, это вообще без вариантов. Может, только если они бы добавляли за кого-нибудь там. Не. Надо, короче, долбиться, ульту собирать и потом уже пытаться его завалить. Пошел я собирать ульту. Да, на слабеньких поедать, и потом уже можно будет что-то там пытаться. Неплохо на макс настройках живет и не лагает. Ну, практически да, на максималках. Он молодец. Плюс ему в карму. Так, где ты? Вот ты. Вот и ты. Потом мы все поедим, и потом мы сможем пройти испытание, я думаю. Так, и Кейн, наверное, ее может заморозить, а Наэль может добить после этого. Все. У нас получилось ее утопить. Так, но это все равно мало мне для того, чтобы подготовиться к основному банкету. Ищем еще противников. Что надо всю ульту собрать, тогда может быть что-то получится. Без ульты это гиблое дело. Когда нужны противники, никогда их нет. Да. Так, ну-ка. Бабочек убил. Пару бабочек убил. Так, прямо в сердце. Поручение принято. Не знаю, какое именно поручение, но хорошо. Это чувак, который золото раздает. Убежал. Мора. Ладно, все это мелочи жизни. А здесь что? Выполните испытание на время. Это все еще оно? Или уже нет? Мне нужно кого-то поубивать. О, там что-то интересное плавает. 5%. Саня, семье здоровья, тебе миллионы подписчиков. Спасибо большое. Выше на 47 метров. В курсе. Исследовать. Ей. А это что такое? Странный плод. Ультра странный плод. Так, он, получается, уже выжил у нас 2 часа 34 минуты на максимальных настройках. Когда ему, по идее, должно быть плохо. А ему неплохо. И это хорошо. Так, при любом раскладе мне надо искать противников на соседних островах, готовить ульту и потом уже пытаться пройти. Потому что 45 секунд для такого чувака, без разницы какого левела, это непросто. Что-то как-то тут никого нет. Одинокий остров.
Здесь я уже был. Нет, не был, не все собрал. Бабочек не собрал. Брюлики не собрал. Коляр. И барабанная дробь. О, типы. Вот здесь мы хорошо поживемся. Норм. Это прям будет непросто. Но хотя бы не на время. Где этот третий, которого уже подолбил? Разделяю, властвую по одному. По одному. По одному все будет хорошо. Так, и... Так, я не играю. Да ладно. Окей. Давайте так. Хотите по жесткому, будет по жесткому. Вот так я собирал ульту, да, называется. В итоге нифига не собрал. Приходится долбиться здесь. 3. Да ладно. Так, одного уже отбил. 2 лишил, получается, брони. Еще один. Подтвердить. Кормить их надо. Питание. Окей. Раз, два. Так, ладно, покушали. Пора и получить награду. О, большой меч. Какого-то там всадника. О. Прям меч мне. Хорошо. Но это не упростило задачу. Все равно надо набирать на мульту. Я тестил смарт на автономность. 20, 10, 5, 1. Зарядка в руке. Печаль. Так, яйцо. Исследовать. Печать гео. И зачем я полз сюда? А, это секрет. Так, если мне надо долбиться здесь, то значит надо сначала спуститься сюда, попытаться всех победить с минимальными затратами сил и максимальное количество ульты, потом вернуться. Окей, Ноэль. Обычно у нее все хорошо с ультой. Ну, 34 это, конечно, норм. Уровень хороший. Ульта потихоньку прибавляю. А, вот тут еще один шаман. Я-то думал, в чем трабл-то. Тогда все будет. 2 шамана, это уже интересно. Один водяной, получается, один
шаман лесной. Так, Эмбар. Да-да-да, можно было их так победить, но это было бы слишком просто. И там морковка. Ладно. Здесь мы поднабрали для ульты. Там еще поднаберем. Там получается один шаман и небольшая тусовка. Есть. Так, ладно, давайте сразу шамана тогда. Лупим сразу шамана, если уж такая пляска. Ульта, ульта, ульта. Есть, готово. Теперь здесь набрать ульты. И все. Дальше можно не продолжать.